Привет всем, добро пожаловать обратно в Daily Dog. И один музыкант, к которому постоянно обращаются с просьбами, это Димаш Кудайберген. И я продолжаю получать просьбы о Димаше. Ты должен сыграть Димаша. Димаш, привет. Ты знаешь, что сегодня тот самый день. Мы начинаем слушать музыку Димаша, и я счастлив, что ты здесь. Димаш – казахский певец, автор песен и мультиинструменталист. Он известен прежде всего как вокалист, и у него исключительно широкий вокальный диапазон. Эта песня, которую мы собираемся послушать сегодня, пользуется наибольшим спросом. Это песня под названием «СОС». А это песня, написанная Майклом Бергером и Люком Пламондоном в 1976 году для рок-оперы, которую они написали под названием «Стармания». Я не знаю этого шоу. На самом деле я даже никогда не слышал об этом шоу. Оно было написано на французском языке, и премьера состоялась в Париже в 1979 году. Есть также английская версия под названием «Магнат», и она была спродюсирована в 1992 году. Итак, Димаш, который является опытным и подготовленным музыкант. Он окончил школу в 2014 году по специальности вокал и к тому времени уже выиграл несколько престижных конкурсов вокалистов. Позже, в 2020 году, он получил степень магистра композиции. Мне это тоже о чем-то говорит. В разгар всего этого он появился на французском телевидении в мае 2017 года, исполнив эту песню, которая написана на французском языке. В том же году он также участвовал с этой песней в известном китайском конкурсе вокалистов. И эти выступления на национальном телевидении действительно способствовали взлету его международной карьеры. Итак, выступление, которое мы собираемся послушать сегодня, было записано 16 января 2021 года. Это видео с собственного канала Димаша на YouTube, и он транслировал концерт под названием «Цифровое шоу Димаша». Как здорово, что он смог сделать здесь, особенно когда мы возвращались или пытались вернуться после пандемии. Сейчас действительно раннее утро, 21 января, так что в то время по всему миру проводилось не так уж много публичных выступлений. И вот он устраивает цифровой концерт под названием The Digital. Извини, это цифровое шоу Димаша. И у него это действительно хорошо получилось. У него более 17 миллионов просмотров только на одну песню из этого шоу. Так что я опаздываю на вечеринку, но сейчас я здесь, и мне не терпится услышать, как Димаш поет «Сос Диунтериан» и «Дистресса». Я не очень хорошо говорю по-французски, но это лучшее, что у меня есть. Так что давайте посмотрим, что у него есть для нас, друзья. Это Димаш поет песню «Сос». Мы начинаем. Цифровое шоу. Я читал, что у него было множество людей, которые работали над этим проектом, чтобы воплотить его в жизнь. Это 5:1 в си миноре. Уменьши до 6. Прекрасная доминанта. Низкий уровень си, а потом он раскрывается. Он завладел моим вниманием. Так что он начинает с низкого си и переходит на 3 октавы в одной фразе. Успешно. Это тоже оказывает на него большое влияние. Все в порядке.
qui m'attire, oh yeah. Big, high, and sharp. Look at that Это круто. production. Звучит Sounds как like музыкальный musical театр, theater, так right? ли? Традиционно Traditionally, the лучшие best pop поп-песни songs are in исполняются в musical музыкальном theater. театре. Ты понимаешь? Lovely. Это был высокий звук до диез. Посмотри на это. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Je crois pas, elle est folle, elle de notre monde. Я думаю, что That low низкий B звук is расширяет глубину его диапазона. Stretching the depths of his range. Я думаю, что was это the была highest самая note of the whole высокая thing, a нота high из D. всего этого. Высокая. Даже если бы она была красивее. Even if it were more beautiful. Это душераздирающая песня. Друзья, я потрясен до глубины души. Это действительно застало меня врасплох. Он замечательный, не так ли? Да. Он заслуживает всех тех похвал, которые он получил. Я могу сказать, что он отлично подготовлен. У него идеальная поддержка дыхания. А когда он переходит на более высокий уровень, то несколько дней издает свистящие звуки. Друзья, на протяжении всей своей карьеры я имел честь преподавать в Вестминстерском хоровом колледже, и я был свидетелем многих талантливых вокалистов, и он особенный. Он действительно такой. Это было весело. Большое вам всем спасибо за то, что предложили это. Мне кажется, что мы находимся в си миноре и ре мажоре между относительным мажором и относительным минором. И я думаю, что самая низкая нота, которую он произносит, это си, которую мы бы назвали си2, верно? На девятую ноту ниже среднего си. И я думаю, что самая высокая нота, которую он пел, была ре6. Так что он перешел от си2 к ре6 в одной песне. Это впечатляет. Это действительно так. Итак, текст песни здесь. У меня здесь есть перевод на английский. Здорово, что в видео также был английский перевод. В этой песне мы слышим слова человека, который просто чувствует себя не в своей тарелке на земле как человек и предпочел бы стать птицей, чтобы парить и видеть мир по-новому. А ты заметил тот особый эффект, когда он пел эту часть, и у него за спиной словно выросли цифровые крылья, которые как бы захлопали и немного развернули его. Это было очень трогательно. Ты знаешь, это человек, который никогда не чувствовал себя как дома в своей собственной шкуре. А сигнал СОС — это общий сигнал бедствия, не так ли? И он выплескивает свои чувства и переживания в мир и действительно проявляет эмоции. Это замечательная мелодия, и она вызывает у меня желание подробнее ознакомиться с шоу, из которого она взята, потому что я никогда о ней не слышал. Этот парень настоящий талант. Он настоящий талант. И у него, очевидно, есть талант к выступлению на сцене.
Но что меня действительно восхищает в нем, так это его техника, его подготовка и его знание множества различных стилей музыки и языков. Он, по-видимому, говорит на многих разных языках и поет на многих разных языках. И это обучение, наряду со всеми инструментами, на которых он также играет, дает ему свободу, творческую свободу создавать то искусство, к созданию которого он чувствует побуждение. И судя по тому, что я прочитал вон, он действительно вышел на международную арену. За последние несколько лет он выступал на Ближнем Востоке. Он выступал в Европе, Китае и Юго-Восточной Азии перед десятками тысяч людей одновременно. И он продолжает выступать. Он посещает разные места. Так что я счастлив присоединиться к Димашу здесь. Я благодарен всем вам, кто написал мне и сказал: «Эй, вам должно понравиться, вы должны остановиться и взглянуть на то, что делает этот парень». И я счастлив, что сделал это здесь. У вас у всех сегодня была замечательная всемирная среда. Так что да, Димаш, если у вас есть другие предложения от него, я бы с удовольствием послушал, что вы можете сказать и куда двигаться дальше вместе с ним. Это замечательный материал. Спасибо вам всем за то, что вы были со мной в эту среду. Увидимся в следующий раз в другом выпуске Daily Dog. Très beau son, je solde de ma peau. Has my attention.